Ferrari 308 GTB 1977 года, который будет выставлен на аукционном доме Bonhams с 10 марта текущего года, был доставлен в Фэйрбэнкс, штат Аляска. Он был окрашен в редкий цвет Medio Verde Metallica. Есть предположение, что в подобном цвете было произведено всего 11 экземпляров. Его заказчиком и владельцем был Дон Веско, рекордсмен наземной скорости для 2- и 4-колесных транспортных средств с приводом на колеса. Дональд Артур Веско родился 8 апреля 1939 года. Его отец с младенческого возраста таскал маленького Дона на всяческие гонки и благосклонно относился к тому, что сын с малых лет увлекается механикой. Восстановив разбитый «Триумф», Веско-младший начал осваивать местные соревнования по дрэг-рейсингу. Карьеру гонщика Дон Веско начал по типичной для Америки той поры схеме. От любительских гонок его родного города до перехода в более престижные серии. В конце 50-х его результаты привели к тому, что он стал многообещающим молодым гонщиком. И когда в 1959 году Honda открыла свой американский филиал, то пригласила его в заводскую команду. Став пилотом Honda, он параллельно стал и лицом компании, рекламируя мотоциклы. Благодаря этим факторам в 60-е годы он становится известным пилотом, и на него обращают внимание конкуренты. В 1963 году он сменил Honda на Yamaha, и в том же году он выиграл Гран-при США в Дейтоне в классе 500 кубиков на Yamaha RD56. Однако травма и последующие неудачи команды Yamaha заставили задуматься о смене амплуа. В 1966 году в Эль-Кахоне, Калифорния, Дон открыл дилерство японского концерна и почти всю выручку вкладывал в свою собственную мотогоночную команду. За время ее существования через нее прошло более 60 гонщиков, в том числе Кел Каррутерс, Кэл Рейборн, Джин Ромеро и Дэвид Алдана. Однако самые интересные факты его жизни связаны с озером Бонневиль, высохшее озеро в Соединенных Штатах Америки, дно которого покрыто ровным и толстым слоем соли. Часто используется для установки рекордов скорости, также известно благодаря различным авто- и мотофестивалям. В 1969 году он построил мотоцикл Big Red с двумя 350-кубовыми моторами Yamaha и обтекаемым сигарообразным кузовом из подвесного авиационного топливного бака. В 1970 году он стал первым человеком, превысившим на мотоцикле скорость 400 км в час, установив рекорд в 405,25 км в час. Справедливости ради стоит отметить, что всего через несколько недель этот рекорд побил его приятель, еще со средней школы, Кэл Рейборн, на болиде с мотором Harley Davidson. Однако спустя 5 лет Веско построил Silver Bird, удлиненную версию своего старого стримлайнера с двумя моторами Yamaha, и взял новую планку – 300 миль в час или 482 км в час. Для Веско и этого было недостаточно. В 1978 году на мотоцикле Lightning Bolt с двумя моторами Kawasaki KZ1000 он установил абсолютный рекорд скорости – 509,78 км в час, который продержался 12 лет. Спустя 2 месяца на том же Lightning Bolt Дон попытал счастье в пустыне Мохаве, однако эта попытка едва не обернулась катастрофой. Стримлайнер разбился, однако сам новоиспеченный рекордсмен не пострадал. Надо обязательно напомнить, что вся эта техника представляла собой транспортные средства с приводом непосредственно на колеса, тогда как обычно для Бонневиля строят модели с реактивными двигателями. Теперь Веско начал следить за рекордами для колесных автомобилей и в 1982 году вернулся в Бонневиль с уникальной машиной под названием Skytracker. Построенный по образцу обтекаемых моделей мотоциклов Дона, он использовал кабину от Lightning Bolt и имел 5 колес. Не показав выдающихся результатов несколько лет подряд,
В 1985 году из-за лопнувшей задней шины на скорости около 350 миль в час Skytracker оказался полностью уничтоженным, перевернувшись 5 раз. А Дон был госпитализирован с сотрясением мозга и переломами костей кисти руки и правой стопы. Восстановив здоровье, Дон Веско вместе со своим братом Риком направили свои стремления на разработку нового проекта. В качестве силового агрегата рассматривался двигатель с газовой турбиной. Первые опытные заезды состоялись в 1996 году в том же Бонневилле, и в течение следующих 4 лет Дон и команда Веско установили 3 национальных рекорда, все превышавшие 400 миль в час. За свою жизнь Дон Веско установил 18 мотоциклетных и 6 автомобильных рекордов скорости, а апофеозом карьеры стал 2001 год, когда в 62 года на автомобиле Веско Турбинатор он развил скорость 458,4 миль в час, что составляет 737 км в час. Этот стримлайнер был оснащен двигателем, который развивает по одной версии 3750, а по другой 4400 лошадиных сил при 16 тысячах оборотов в минуту. К сожалению, в 2002 году Веско умер от рака. Однако его дело и его рекорды и сегодня являются прекрасным примером мотивации, а также вдохновляют молодых пилотов на новые свершения. Недаром одним из его девизов была фраза «Только скажите, какую технику нужно пилотировать, и я сделаю это». Вернемся к Ferrari 308 GTB. Стоит отметить, что он часто использовался для поездок к соляным равнинам Бонневилля, где проводились скоростные заезды. Как и все свои автомобили, Веско покрасил Ferrari в белый цвет, чтобы палящее солнце меньше нагревало салон. После смерти Дона Веско Ferrari попал в руки калифорнийского коллекционера, полностью отреставрировавшего автомобиль и вернувшего ему первоначальную зеленую окраску. С 2015 года, сменив владельца, 308 обосновался в Великобритании. Из видимых глазу изменений можно отметить бамперы, соответствующие европейской спецификации, а магниевые колеса были искусно восстановлены. В 2015 году 308 участвовала в конкурсе Ferrari Owners Club конкурс, а в октябре 2016 года она была представлена на обложке журнала Classic Car в рамках проекта Hot 30. Он также стал частью празднования 70-летия Ferrari в салон Privé. Предполагаемая стоимость, за которую автомобиль должен найти своего нового владельца, 75-95 тысяч фунтов, что примерно составляет 104-132 тысячи долларов.